Привет, друзья! Певец Олег Винник – настоящая звезда и покоритель женских сердец. Он популярный украинский певец, творческую биографию которого часто называют феноменом. Яркий и талантливый исполнитель преуспел и в жанре поп-музыки, и в мюзиклах. Песни Олега Винника вот уже не один год не теряют популярности. Можно с уверенностью назвать Олега невероятно волевым и целеустремленным человеком, стремящимся к постоянному самосовершенствованию. Блестящая карьера Винника – отличное тому доказательство. Какие тайны хранит биография знаменитости, о личной жизни и творческом пути певца Олега Винника мы решили вам рассказать. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Олег Винник и сколько он зарабатывает. Олег Винник родился в селе Вербовка Черкасской области 31 июля 1973 года. Среднюю школу он окончил в селе Красный Кут в соседском районе. С детства Олег принимал активное участие в школьной самодеятельности, проявляя большой талант к пению. Будущая звезда еще в детстве освоила игру на электрогитаре. После окончания школы юноша поступил на хормейстерский отдел Каневского училища культуры. Дальше Олегу повезло. Преподаватели, разглядев в нем дар, уговорили сменить курс и заняться вокалом. В эти годы Олег Винник уже впервые выходил на сцену в качестве гитариста местной группы. После учебы первым местом работы стала Черкасская филармония. Уже в 20 лет одаренный юноша стал ее солистом. В конце 90-х годов музыкант уехал в Германию по программе культурного обмена, где планировал найти работу по специальности. 20-летний Винник попал в музыкальную среду, но 2 года работал гувернером для мальчиков. Параллельно занимался вокалом и ходил на прослушивания в немецкие театры. Спустя 2 года кастингов артиста пригласили в Люнебургский театр в Нижней Саксонии. Параллельно с работой на сцене и исполнением чужих композиций он мечтал писать и исполнять свою музыку. Но первую песню написал только в 29 лет. Вскоре Винника приглашают выступить в мюзикле «Титаник» и «Собор Парижской Богоматери». Серьезный вокальный диапазон Олега помог начинающей звезде с достоинством справляться с любыми партиями. Публика в то время узнает Винника под псевдонимом Олег. Радость успеха омрачалась только тоской по родине и семье, и в 2011 году Винник возвратился в родную Украину. Винника известным сделал его друг Александр Горбенко, с которым его познакомили немецкие друзья в 2006 году. В поисках слушателей и ценителей творчества Винника Горбенко зашел в социальную сеть «Мой мир», основанную российским холдингом mail.ru. Ротация на радио и телевидении тогда была артисту не по карману. Продюсер искал в соцсети однофамильцев Винника и предлагал им послушать его композиции. Когда количество друзей в аккаунте артиста перевалило за 5000, заработал принцип сарафанного радио. Соцсетями 2 года занимался лично Горбенко. Следующий шаг для популяризации артиста – пойти в народ. Начали с концертов в маленьких городах. На первых порах они были убыточными, или, как говорит Горбенко, дотационными. Первый гастрольный тур Винника по небольшим городам состоялся в 2013 году. Всего провели 100 концертов, закончив тур в Киеве. Апогеем стал первый сольник во Дворце Украина в 2014 году. «Мы ничего не заработали, но зал был полным», – рассказывал Горбенко. Дальше больше. В течение года после первого концерта во Дворце Украина состоялись еще 2 сольника Винника. Упор на концертные туры и живые выступления дает невероятный эффект. Билеты раскупают в первый день после поступления в продажу. Отец певца трагически умер несколько лет назад. Он не доехал до первого большого концерта сына в Украине после возвращения из Германии. Отцу стало плохо по дороге, под влиянием положительных эмоций его сердце не выдержало. Сразу после концерта Олег приехал к отцу в больницу со всеми цветами, которые ему подарили. Но он не успел. Отец умер, так и не побывав на выступлении сына. По словам артиста, мать лишь 1 раз присутствовала в зале. 28 мая 2018 года стало известно, что мать артиста скончалась. По словам певца, мама просила его ни при каких обстоятельствах не отменять своих концертов, так как считала его творчество главной миссией в жизни сына. Свой концерт на следующий день после трагического события Олег посвятил памяти матери. По словам Винника, личную жизнь он комментировать не собирается, но если официально сделает предложение своей избраннице, обязательно расскажет об этом поклонникам. Пока же в его паспорте нет того самого штампа, шутит артист. Однако начало 2018 года ознаменовалось новым скандалом вокруг особы Винника. Журналисты одного из украинских телеканалов провели расследование, в ходе которого якобы выяснили – певец женат.
Приехав в родное село артиста, папарацци якобы расспросили его односельчан о личной жизни артиста и узнали, что Олег давно состоит в браке. Его жена – бэк-вокалистка Винника Таисия Сватко, сценическое имя девушки – Таюне. Местные жители утверждают, что Олег и Таисия вместе приезжали на историческую родину и не скрывали, что они вместе много лет. Отношения между артистами зародились еще в пору студенчества. Их свадьба состоялась в начале 90-х годов. Таисия на год младше Олега. Насколько правдива эта информация, понять сложно. Продюсер артиста отреагировал на журналистское расследование очень резко. У себя в социальных сетях он разместил заявление, что артист прекращает всякое сотрудничество с провинившимся телеканалом и угрожал СМИ судом за выдумки. Певец любит поражать своих друзей блюдами украинской кухни. Кулинария – одно из его главных увлечений. Домработницы у меня нет. Я могу приготовить все, кроме выпечки. Могу в ресторане попробовать какое-то блюдо и приготовить дома не хуже, а может и лучше. Если гости приходят, удивляю их блюдами тайской и кантонской кухни или украинским борщом, рассказывает Олег. Несмотря на бешеный график, Олег Винник – активный пользователь социальных сетей. У артиста есть аккаунты и официальные группы, а сам он с удовольствием общается с фанатами на своих страничках. Олег Винник живет в Киеве в уютной квартире, расположенной на Гоголевской улице. Отмечается, что сегодня дом, в котором живет Винник, это престижная реконструированная девятиэтажка. А в прошлом это обычное общежитие, которому уже 50 лет. На первом этаже дома расположено отделение банка и ресторан. Двор украшают елки и яркая иллюминация. Сейчас Винник ездит за рулем пикапа Ford Raptor. Автомобиль рассчитан на 6 пассажиров, а в его салоне установлен мини-холодильник. У певца есть 6 телохранителей, а также личный водитель, поэтому неудивительно, что Винник выбрал такой вместительный внедорожник. Стоимость такого автомобиля – более $100 тысяч. В 2019 году Винник отыграл 50 концертов, которые посетили 200 тысяч зрителей. Средняя стоимость билетов колебалась в пределах $28–35. Следовательно, выручка артиста за 2019 год могла составить 5–7 миллионов долларов. В 2020 году концертная деятельность Винника сильно пострадала из-за карантина, приходилось экспериментировать. Самое значимое событие в его карьере в году – концерт на сцене национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве. Шоу проходило без зрителей, но за $7–20 его можно было посмотреть онлайн. Команда певца продала 79 тысяч виртуальных билетов. Сейчас он самый дорогой артист в Украине. К примеру, 45-минутное выступление Винника на новогоднем корпоративе обойдется в $50 тысяч. Мужчина также успешен в соцсетях. Вовлеченность пользователей на страницах в Facebook и Instagram является одной из самых высоких. Винник не соглашается участвовать в рекламных кампаниях дешевле $100 тысяч. Несмотря на это, команда Винника лишнего старается не тратить. Горбенко рассказывает, что клипы артисту снимает только через год-полтора после выхода песни. И только в том случае, если трек стал хитом. Друзья, давайте пожелаем артисту всегда быть на волне позитива и славы, пожелаем справляться с любым амплуа артиста и всегда воплощать в реальность свои мечты. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!